Я до сих пор ясно помню утро, когда мы оказались в приюте для собак. Узкий темный коридор, влажный воздух и бесконечный лай, отражающийся от стен. Ребенок шел впереди, медленно переходя от клетки к клетке, внимательно всматриваясь в каждую. Уже несколько лет она почти не говорила, и мы привыкли к тишине, которая стала частью нашей жизни. В самом конце коридора стояла последняя клетка. Сотрудница приюта тихо сказала, что эту собаку давно никто не выбирает. В углу лежала бордер-колли по кличке Мия. Она не реагировала ни на шум, ни на людей, словно полностью отгородилась от мира. Ребенок остановился напротив. Несколько секунд ничего не происходило, а затем прозвучали тихие слова: «Иди сюда». Собака подняла голову, медленно встала и подошла к решетке. В этот момент все вокруг словно замерло. Мы стояли, не веря в происходящее, потому что услышали голос, которого не было так долго. Когда-то все было иначе. Ребенок рос активным, разговорчивым. Постоянно что-то рассказывал, задавал вопросы, смеялся. Но однажды обычная прогулка изменила все. Внезапный испуг, резкий, болезненный, неожиданный, оставил след, который оказался глубже, чем казалось сначала. На следующий день слова исчезли. Сначала это казалось временным, но дни превращались в недели, недели в месяцы. Мы обращались к врачам и специалистам, пробовали разные подходы. Объяснения звучали по-разному, но результат оставался неизменным. Ребенок понимал все, реагировал жестами, смотрел внимательно, но не говорил. Со временем мы научились жить в этой реальности, хотя внутри оставалось ощущение, что что-то важное потеряно. Иногда появлялись редкие исключения. Несколько слов, тихих, почти случайных, звучали только при виде собак. Это было странно и необъяснимо, но именно это наблюдение подтолкнуло нас к решению приехать в приют. Путь вдоль клеток оказался долгим и безрезультатным. Ни одна собака не вызывала реакции. Казалось, что мы ошиблись, но последняя клетка изменила все. После той встречи стало ясно. Между ребенком и собакой возникла связь, не требующая слов. История Мии оказалась непростой. Страх и одиночество сделали ее замкнутой, недоверчивой. Но, возможно, именно это позволило им понять друг друга. Мы решили забрать собаку домой. Первые дни она вела себя осторожно, держалась в стороне, наблюдала. Ребенок тоже не торопил события, просто находился рядом, спокойно занимаясь своими делами. Постепенно напряжение исчезало. Однажды ночью мы заметили, как ребенок сидит рядом с собакой и тихо разговаривает с ней. Слова были неразборчивы, но сам факт был важнее любого смысла. Это был первый настоящий шаг. Со временем изменения стали заметнее. Сначала речь появлялась только рядом с собакой, затем начала выходить за эти границы. Однажды прозвучала простая фраза в обычной ситуации, и стало понятно, что процесс пошел. Прошло несколько месяцев, и голос вернулся в повседневную жизнь. Сначала осторожно, затем все увереннее. Смех, ответы, разговоры. Все то, что когда-то исчезло, снова стало естественным. Когда позже спросили, почему именно эта собака помогла, ответ оказался простым. Потому что она тоже боялась. Иногда понимание возникает не через объяснения и методы, а через тихое присутствие рядом. Там, где нет давления, появляется доверие, а вместе с ним и возможность снова обрести голос.